Всем привет! Продолжаем рассматривать новинки от XO Models в моей коллекции, и в сегодняшнем видео я хочу вам показать американский капотный сидельный тягач марки Kenworth. Эта модель поступила в продажу в прошлом году, она стоит в Европе 32 евро 95 центов, в некоторых местах возможно чуть дешевле, в некоторых местах возможно чуть дороже. В России такие модели стартуют с 4000 рублей, конечно чуть дороже, чем на территории Европы, но ничего не поделаешь, это все же импорт, и такие модели тоже пользуются в России некоторым спросом. У меня в коллекции довольно много американских сидельных тягачей, я их демонстрирую вам в своих видеороликах, и подобные Kenworth уже выходили в рамках журнальной серии во Франции и в Испании. Грузовики были представлены в двух вариантах окраски. Один грузовик точно такой же, как у XO Models, особых отличий нету. Единственное, у XO добавили дворники из фототравления, плюс бокс из пластика и некоторые элементы, которые на журнальной модели окрашены серебристой краской, у XO сделаны в хроме. Других отличий между моделями я не нашел. И можно сказать, эта машина киногерой, она копирует прототип из фильма «Полицейский и бандит», или как его еще называют «Смоки и бандит», и в принципе грузовик довольно интересен для меня, жаль, что у него нету полуприцепа. Но если вы хотите модель с полуприцепом, вам придется ее покупать в журнальной серии. И у нас, я уже говорил, журнальная серия стоит намного дороже, на месте ее не приобрести, приходится заказывать с аукционов, очень дорогая доставка, плюс иногда бывает дорогая растаможка. Поэтому я ограничился моделями от XO Models. И сегодня, по традиции, я вам приготовил еще несколько грузовиков, которые есть в моей коллекции. Мы посмотрим на их уровень проработки, чем он отличается от этого Kenworth. И покажу вам одну старую модель, которая покупалась еще в 90-е годы. Она, конечно, не в масштабе 1 к 43, а чуть меньше. Но давайте распакуем коробку, посмотрим на модель поближе. И здесь модель упакована в коробке среднего размера. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается производителя, указан их официальный сайт. Также есть наклейка с артикулом, на котором написан прототип Kenworth W900, и прототип копирует автомобиль 1976 года. И, кстати, в журнальной серии такая модель именуется как Kenworth W925. Автомобили визуально не сильно отличаются друг от друга. У 925 модели немножко другая подвеска, но на масштабной копии это не столь заметно. Поэтому, видимо, решили сделать некое разнообразие в индексах. Также есть страховочный блистер, который предотвращает поломку модели при пересылке. Я уже эту модель осматривал, каких-либо видимых дефектов на ней не обнаружил, но некоторые детали установлены не очень аккуратно в свои посадочные места. Как видите, грузовик окрашен в черный цвет с желто-золотистым орнаментом. Довольно аккуратная покраска, нету видимых пятнышек клея. И модель довольно тяжелая, у нее металлическая кабина и металлическая рама. Спальный отсек у этого грузовика сделан из пластика. Интерьер здесь тоже частично окрашен. Рулевое колесо выкрасили в белый цвет, сиденье здесь черного цвета. Дверные ручки просто обозначили краской. Надпись Kenworth это декаль. И с одной стороны надпись находится посередине капота, с другой стороны она ближе к передней части. Сложно сказать, так должно быть или это некий брак. Довольно хорошо изготовлены колесные диски, они в хроме. Сквозные отверстия, плюс диск обут в резиновую покрышку. У покрышки довольно нормальный протектор, но не хватает боковой маркировки. И можно заменить резину на аналог от Maestro Models. И у Maestro Models тоже есть диски для американских сидельных тягачей. Они с двумя окошками белого цвета, и тоже будет такой вариант вполне реалистичен и правдоподобен. Так что, если вам не нравятся диски, которые установил XO Models, можете посмотреть на колеса от Maestro Models. Подножка здесь обозначена серебристой краской, топливные баки сделаны в хроме, они составные из двух половинок. Конечно, не очень хорошее решение, лучше бак делать цельным, чтобы не было шва на самом видном месте. Но у XO такая технология изготовления, поэтому ничего удивительного здесь нет. Рабочее седло. Задние фонари у грузовика сделаны из прозрачного пластика, хотя центральный фонарь почему-то просто обозначили красной краской. Он тоже выделяется на фоне прозрачных элементов, и можно было сделать его тоже из прозрачного пластика. Также установлены брызговички. Так выглядит рама. Здесь площадка из фототравления.
Отсутствуют перекидки на некоторых грузовиках, они устанавливаются. Вполне хорошие выхлопные трубы. На кабине присутствуют клаксоны и габаритные огни. И довольно хорошо сделана облицовка радиатора. И у этого грузовика отсутствуют регистрационные номерные знаки. На некоторые модели IXO их ставит. И давайте покажу вам другие грузовики, которые есть в моей коллекции. Например, у меня есть Kenworth T600, который я покупал немного ранее. Это более поздний грузовик, он уже крупнее, чем модификация W900. Огромный спальный отсек, он здесь сделан из пластика. Колесные диски на этой модели обозначены просто серебристой краской, а топливные баки тоже сделаны в хроме. Интерьер здесь черный, рулевое колесо тоже выкрасили в черный цвет. Тоже стеклоочистители из фототравления. У этого грузовика чуть лучше сборка, как по мне. Отсутствует облой на некоторых деталях, как на модификации W900. И довольно яркий окрас грузовика. Такая красная машина. И в принципе в такой цвет эти грузовики в основном и красились. Здесь присутствуют перекидки. Тоже мелочь, но приятно. Они добавляют реалистичности грузовику. Задние фонари просто обозначили лаком. И на чем-то экономят, что-то делают более достоверно. Как видите, на модификации W900 задние фонари сделали из прозрачного пластика. Частично. Ну, вот такой симпатичный грузовик. И покажу вам еще один капотный сидельный тягач, который есть в моей коллекции. Это еще более ранняя модель, которую я покупал. Peterbilt 359, который копирует прототип 1973 года. Тоже довольно симпатичная модель. У нее есть проблемы. Уже говорил, что наклеили декали, они закрывают дверные ручки. Смотрится не очень красиво. Но на последующих моделях уже этот недочет был исправлен. Например, был грузовик, по-моему, красного цвета, у него дверные ручки уже были видны. Но мне больше понравился вот такой коричневый вариант. Смотрится очень эффектно. И рулевое колесо здесь стоит, на мой взгляд, не очень правильно. Здесь сзади присутствует ящик для инвентаря. Скорее всего, для различных цепей. У меня такое ощущение, как будто этот грузовик для перевозки леса. Но опять же могу ошибаться. Кто знает точнее, напишите в комментариях. Хорошо сделан обтекатель на спальном отсеке. Здесь опять же спальный отсек сделан из пластика, а кабина и рама грузовика сделаны из металла. Тоже отсутствуют регистрационные номерные знаки. И покажу вам старую модель. Kenworth W900, которая у меня в коллекции уже очень долгое время. Она стояла на открытой полке, покрылась пылью, поэтому не обращайте на пылинки внимания. И вы можете видеть, насколько проще сделан этот грузовик 90-х годов. И фирму-изготовителя этого грузовика я, к сожалению, назвать не могу. Здесь нету каких-либо наименований, просто написано, что модель изготовлена в Китае. Как видите, даже она не разборная, все завальцовано. Но она довольно тяжелая. У нее металлическая рама, металлическая кабина и металлический спальный отсек. И опять же, в 90-е годы довольствовались такими грузовиками, потому что ничего другого не было. И чтобы разнообразить коллекцию иликоновских КАМАЗов, был приобретен данный грузовик. И помимо IXO в 43-м масштабе, Kenworth W900 выпускал и Ligor. Там немножко другая модификация, но тем не менее грузовик очень похож на этот сидельный тягач. И были модели у Njurea. Я думаю, у многих из вас тоже есть какая-то модель от этого производителя. Они стоили относительно недорого, вполне хороший уровень проработки. И, по-моему, на некоторых грузовиках от Njurea даже открывались дверцы. У меня тоже есть грузовик, автовоз от Njurea. Я как-то давно вам его демонстрировал в одном из своих видеороликов.
Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу данного сидельного тягача. Стоит ли эта модель заявленных денег? Есть ли в вашей коллекции американские траки? Если вам понравился видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и можете заглянуть на мой второй канал. Там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.